Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам предложить связать модель, вот такую интересную модель. Я бы так сказала, модель в деловом стиле, так строго, лаконично, ничего лишнего, да. Вроде бы и кажется, что просто, но на самом деле интересная модель. Узор легкий, без излишества, но не лишен привлекательности, согласитесь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе мы будем с вами выбирать пряжу, определяться с узором, то есть я составила схему, и, как всегда, будем делать попетельный расчет. Все последовательно, все подробно рассмотрим. И, как всегда, описание будет составлено на несколько размеров. Итак, начнем с выбора пряжи. Для вязания джемпера предлагаю пряжу Alizé Cotton. Пряжа у нас в составе имеет очень интересный такой у нее составчик, девочки. Ну, во-первых, 50 грамм 160 метров. Во-вторых, смотрите, 26% шерсти, 26% хлопка и 48% акрила. То есть больше половины у нас натуральный компонент. И поэтому пряжа замечательная, будет дышать. Хорошая, мягкая, совершенно не колется. Можно прямо на тело одевать, девочки, смело. И расцветочки очень красивые. В общем, замечательная пряжа. Так, узорчик у нас здесь, как видите, 3 раппорта я связала. Спицы у меня 3,5. И здесь у нас идет ажурный узорчик по центру. И с двух сторон для расчета плотности я еще взяла специально, значит, путанку вязала. Поэтому у нас с вами получается как бы расчет плотности сразу для 2 узоров общий будет, да? В принципе, он мало чем отличается, если только по вертикали. Видите, все-таки здесь немного закругление идет. Вот так выглядит наш узор. 2 раппорта у нас используются в джемпере этого узорчика. Ниточка. Сейчас я вам покажу ниточку. Вот так выглядит ниточка, немножечко ребристенькая, да, то есть особой такой гладкости в ней нет. Она немного такой, имеет эффект ребристости, шероховатая такая немножечко. Но в этом тоже своя прелесть, своя, как говорится, изюминка заключается. Так, ну и давайте сейчас я вам покажу схему, выкройку, как обычно. Идем по порядочку, затем вяжем образец и делаем расчеты. Вот так выглядит схема. Я ее нарисовала от руки. Вот, в общем, у нас 12 рядов в высоту раппорт и 22 петли в ширину. И 1 петля слева для симметрии, как видите. По условным обозначениям, как всегда, у нас вертикальная черточка – это лицевая. Горизонтальная черточка – это изнаночная. Вот такой треугольничек в моем этом узоре. Я использую его как 2 вместе, девочки, изнаночной. Обращаю ваше внимание, 2 вместе изнаночной петлей я провязываю. Ну и все. Кружочек, как всегда, накид. Больше здесь никаких знаков других нет. Теперь выкройку показываю вам, какую я выбрала. Тут кое-что откорректировала. Например, резиночка у меня 8 стала сантиметров. В общем, здесь выкройка составлена на 2 размерчика: 44, 46 и 48, 50
свитер немного свободный такой, на свободное облегание довольно много взято. Вы под себя скорректируете размерчики, мерки и длину, и ширину обязательно. В общем-то, это нужно всегда пересматривать, мои хорошие. Когда я делаю вам какие-то расчеты в конце видео, я вам просто для примера это показываю. Просто потом в процессе, когда я составляю вот это описание, естественно, идет более чистовой вариант, когда там учитываются многие нюансы, всегда идет черновой вариант и чистовой вариант. Я вам просто рассказываю, как обычно начинается построение описания вязания. Да? И вот это описание я выкладываю под видео. Пряжи вы уже увидели, сколько. Очень часто задают вопросы, сколько же пряжи нужно, расход пряжи на то или иное изделие. Вы же должны понимать, что я не вязала, и вот эти вот все цифры, они чисто ориентировочные. Да? 450 грамм на 44-46. И это просто из моего какого-то опыта вязания другого джемпера, понимаете, взято. То есть такие циферки обычно более точные после того, как свяжете вы, получается. И то всегда бывает различия у разных мастериц, разный расход. Это все циферки усредненные, мои хорошие. Спицы используем 3,5, плотность считаем после того, как свяжем образец. Как посчитать плотность и вертикальную, и горизонтальную, и зачем вообще считать вертикальную, вот эту вторую цифру, я рассказываю в конце видео. Посмотрите, кому интересно. Описание вязания под видео, зачитывать его не буду, обычно на резиночку. У нас здесь будет резиночка 2 на 2 использоваться. Набирается меньшее количество петель, чем на узор. Сами понимаете, резиночка должна немного стягивать, правильно? Поэтому вот такие вот различия. В общем, не буду я все эти прописные истины вам рассказывать. Может быть, конечно, совсем начинающим они интересны, но большинству вязальщиц они кажутся неинтересными, они считают, что я много говорю лишнего. Так, мы будем вязать с вами по схеме. Вот такая схемочка у нас. 12 рядов в высоту. И для образца набираем 37 петель. 37 петелек. Значит, сам раппорт узор составляет 22 петли. 1 петля для симметрии. 6 петелек у меня идут путанка. Справа 6 петелек и слева симметрично. И 2 кромочные. 37 петель. И начинаем с вами первый ряд. Вот я уже 2 раппортика связала. Сейчас вяжем с вами первый рядочек по схеме. Итак, путаночка у нас первая кромочная. Путанка вяжется лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 это, значит, 2 петли у нас получается в раппорте и 4 ряда путанка вяжется. Я вам просто вот покажу, они чередуются: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В каждом втором ряду, нет, в каждом третьем ряду у нас меняется на противоположную, да, там, где была лицевая, получается изнаночная и так далее. Я вам это покажу. Так, первый ряд у нас идет уже нашего ажурного узора. Первый идет лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночные. За какую хотите, девочки, стенку, за какую удобнее. За переднюю, за заднюю, без разницы. Лицевая, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Лицевая, еще 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Дальше идет еще лицевая, 2 вместе изнаночной,
2 изнаночные, лицевая, накид, и на этом раппорт заканчивается, и у нас одна лицевая для симметрии идет. И далее вяжется путанка опять. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочные вяжем изнаночные. Связали первый ряд и обращаем внимание на то, что все изнаночные ряды вяжутся, как смотрят петли. Если для кого это непонятно, я показываю. Как смотрят петли, это значит кромочную снимаем и вяжем. Вот на меня смотрит изнаночная петля, значит я тоже вяжу изнаночную. Сейчас смотрит на меня лицевая, я вяжу лицевую, изнаночная, лицевая. Что на нас смотрит, такую же петлю мы и повторяем. Понимаете? Накиды я вяжу изнаночными. Ну и так далее. В общем, все изнаночные вяжем таким образом. Так, третий ряд у нас с вами, третий. Значит, вяжем первые. Путанка у нас идет. Вот смотрите, путанка. Теперь мы меняем, значит, диаметрально противоположное. Там, где лицевая, вяжем изнаночная. Там, где изнаночная, вяжем лицевая. И так далее. Опять изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Понятно, да? 6 петелек. Так, дальше у нас идет с вами по схеме третий ряд узора. 2 лицевые, накид, лицевая. 3 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной, лицевая, снова 2 вместе изнаночной, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, накид, лицевая. Это раппорт у нас заканчивается, и для симметрии наша лицевая с левой стороны, и путанка вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд. Путанка начинается. Меняем петельки на противоположные. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Начинаем вязать узор. 3 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе изнаночной, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 2 вместе изнаночной, изнаночная, лицевая, накид, 2 лицевые. Раппорт провязали и вяжем с вами лицевую для симметрии, и путанка начинается. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочная у нас изнаночная. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд вяжем. Путанка, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И раппорт узора. 4 лицевые, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, изнаночная, лицевая,
2 изнаночные, лицевая, накид, 3 лицевые. Раппорт связали, и за раппортом 1 лицевая для симметрии. И путанка. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. Путанка наша, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И наш раппорт. Сейчас у нас будет с вами 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе изнаночные за, у меня получается за переднюю стенку, лицевая, накид и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Это наш раппорт. За раппортом 1 лицевая и путанка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочная, изнаночная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Так, у нас с вами 11 ряд. И мы вяжем с вами. Путанка у нас идет. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 6 петель. Все правильно. И, значит, наш узорчик. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. И у нас получается 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая для симметрии. И наша путанка. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную тоже вяжем изнаночную. Итак, мы с вами 12 ряд сейчас провяжем. И, в общем-то, все, раппорт связали. Будем делать влажную тепловую обработочку и измерять плотность нашего полотна. Горячим паром. Вот так мы с вами воздействуем на наш образец и стараемся его потянуть посильнее. Ну как посильнее? Ну, конечно, не совсем уж его изуродование. Так, ну все, вот в принципе сейчас он высохнет, девочки, и примет ту самую форму, которая будет в процессе носки нашего изделия. Так, сейчас наша задача измерить плотность. Давайте линеечкой. Значит, мы сейчас измеряем ширину образца. У меня получается, знаете, девочки, до 19 все равно не дотягивает. Вот 18,5 в разных местах. Сейчас еще раз прикладываю. Вот все равно 18,5, да? И мы набирали 37 петелек. 37 поделить на 18,5 будет 2. То есть в 1 сантиметре 2 петли у нас. Вот такая плотность. Я пишу в 1 сантиметре 2 петли. Теперь, что касается вертикальной плотности. Смотрите, у меня здесь 3 раппорта ровно и по 12 рядов. То есть 36, да, 12 на 3. 36
рядов, и мы поделим с вами на длину. Тут у нас, смотрите, неровный край, закругление идет по узору. Я буду по путанке мерить. Это правильно, ее будет очень много в нашем джемпере, этой путанки. И путанку я меряю, у меня получается так, ну, в общем-то, 14,5. 36 поделить на 14,5. 36 делим на 14,5 будет 2,48, практически 2,5. Так и запишем. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,5 ряда. И теперь нам понадобится выкройка, и мы с помощью вот этой плотности составим индивидуальное описание на любой размер. Расположим сейчас узоры. Так, сейчас у нас с вами задача сделать расчет по выкройке и плотности. Вот такая у нас выкроечка. Здесь два размерчика 44-46 и 48-50 приблизительно. Так, и мы будем делать расчет следующим образом. Первое, что надо сделать, это сколько по ширине наперед и спинку набрать петелек, да, и распределить узор. Это самое главное. У нас 25, то есть это 50 сантиметров ширина спинки, и мы умножаем на нашу плотность 2, получаем 100 петель. Так, 100 петель. Записала я 100 петель. Второй размер 28,56, то есть это половинчатый размер, умножить на 2 плотность, получаем 112 петель. Записала? Записала. Теперь схематично распределяем узоры. И тут вот такой вот расклад будет, смотрите. Эти цифры с петлями пока это, скажем так, черновой вариант. Я всегда вот так рисую, девочки. Располагаю узоры на горизонтальной линии, как они у нас в наборном ряду будут располагаться, последовательность их. И вот смотрите, начинаю с центра. У нас с вами по центру идет наш вот этот ажурный узор, 2 раппорта и 1 петля для симметрии. И вот таким образом я это располагаю. Смотрите, 2 раппорта подряд я рисую, значит, 22 и 22, то есть 22 петли, 22 петли, и 1 петля у нас идет слева для симметрии, лицевая, 1 лицевая. Вот пока так у нас с вами располагаются узоры, да. Теперь мы из наших 100 петель, которые мы как бы с вами имеем, ну тут уже сразу видно, что надо либо 99, либо 101 брать, поскольку у нас нечетное количество получается, да, поэтому я возьму 99, девочки. Теперь мы, значит, из наших 99 петелек отнимаем 44 и 45 петель. 45 у нас уже задействовано в узоре. Мы их не рассматриваем. У нас не задействовано 54 петли. Из них 2 кромочные, да? То есть я пишу с одной стороны 1 кромочная, с другой стороны 1 кромочная. То есть это уже минус 2 еще. 52 петли не задействовано. У нас идет с вами путанка с 2 сторон симметрично от узора. Мы делим на 2. Получаем по 26 петель справа путанка и 26 петель слева путанка. Вот такой расклад по узору у нас на маленький размер. На большой размер делаем аналогично, да? То есть то же самое. Костяк у нас с вами остается 22 и 22 по центру. 1 петля лицевая для симметрии с левой стороны. Кромочные сразу пишем 1 кромочная, 1 кромочная. Здесь опять-таки у нас берем 111, а не 112, потому что должно быть нечетное число. Из наших 111 отнимаем наши задействованные узоры 45 петель.
получаем 66. Из них отнимаем 2 кромочные, получаем 64. 64 делим на 2 симметрично. 32 петли у нас получается путанка справа. 32 петли слева путанка. Вот такой расклад у нас получается для большого размера 48-50. Аналогичным образом делайте на любой девочке размер. Путанку просто увеличиваете или уменьшаете, если вам 42 нужен размер. Теперь, что касается распределения, например, петелек горловины или плеча. Да? Смотрите, у нас горловина 22 сантиметра. 22 умножить на 2, 44 петли. Да? Ну, пишем. 44 петли, опять черновой вариант. Плечи 9 петель. 9 петель, плечи, умножить на 2 по 18 петель, да? И здесь также 24 на 2, в общем 24 петли, да, на большой размер. Теперь смотрите, глубина проймы по выкройке 5. Сколько петель будем по пройме закрывать? 5 умножить на 2, 10 петель будем закрывать. И, девочки, делается контрольный, так сказать, выстрел. Мы должны с вами вот эти 99 петель, чтобы у нас все вот эти наши попетельные вещи совпали. Естественно, в горловине придется петли изменять. Здесь должно быть нечетное число. Значит, наши 99 петель отнимаем сразу горловину 43. Отнимаем 36 петелек по плечу идут. И 20 петель остаются на пройме. Все правильно, да? То есть все 99 петель у нас полностью задействованы. Отлично. Ну и по второму размеру, девочки, давайте тоже так же сделаем. 111. Отнять 43 горловина. Отнять 48 плечо. 20 петель на пройму. Все совпало. Отлично. Теперь, девочки, что касается... Давайте вертикальную плотность рассмотрим. Значит, она нам требуется, мы с вами должны измерять наш узор не в сантиметрах, а в рядах. Это требуется для того, чтобы после стирки изделие сильно не вытянулось. Да? Так часто бывает. Поэтому, вот смотрите, вот наш размерчик идет от планки, от резинки нашей до проймы. Мы должны точно знать, сколько рядов вяжем узором. Затем будем закрывать петельки. Как это сделать? 32,5 сантиметра по выкройке умножаем на вертикальную плотность. 32,5, вертикальная плотность 2,5. Получаем 81 ряд. То есть я записываю, что 32,5 это 81 ряд, мои хорошие. Связали с вами 8 сантиметров планочку по низу. Далее связали 81 ряд узором и начали делать наше закрытие петель в линии проймы, формировать. Так, также и общую величину, общую длину изделия тоже можно посчитать в рядах. Смотрите, обязательно обращаем внимание на узор. Да? Смотрите, например, вот у нас 46,5 указан размер. Значит, это вот до выреза горловины по переду. Всего получается узором после планки будет 46,5 плюс 4,5. Это глубина планки. Ой, это глубина выреза горловины по переду и 1,5 глубина выреза по спинке. Итого общая высота 52,5 у нас. Я запишу высота 52,5 это узором, да, и плюс 8 сантиметров планка будет. То есть всего изделие будет 60,5 сантиметров в высоту. Нас сейчас интересует именно часть узора. И вот мы будем с вами знать, что плечи мы будем с вами закрывать на высоте 52,5 сантиметра, а в рядах
это будет 52,5 сантиметра умножить на нашу вертикальную плотность 2,5. В рядах это будет выражаться 131 ряд. Я запишу, что это 131 ряд. Вот так, мои хорошие. Общая длина изделия измеряется в рядах. Обязательно обращайте на это внимание, иначе очень сильно деформируется у вас ваш джемпер после стирки или после влажной тепловой обработки. Обращайте на это внимание. Также с рукавом поступаем, да, также вертикальную плотность обязательно вот после планки 49,5 умножаем на плотность по вертикали 49,5 умножить на 2,5. Вот смотрите, высота вашего рукава должна быть 124 ряда. Не больше, не меньше. Это по узору. По узору. Эта планка вяжется отдельно, не считается. У нее другая плотность, во-первых. Так, все это понятно. Теперь хотела бы заострить внимание на том, что, конечно же, выкройка стандартная. Вам нужно обязательно здесь свои размерчики проставить обязательно. Учитывайте это, пожалуйста, мои хорошие. Так, и самое сложное, что, наверное, будет в этой выкройке, это скос рукавчика посчитать. Давайте я вам раскрою секрет, потому что здесь нет ничего сложного. Смотрите, начинаем скос считать с вертикальной плотности. У нас с вами скос на высоту 39 сантиметров вяжется, да? Мы с вами 39 сантиметров умножаем на плотность по вертикали 2,5, получаем, вот смотрите, 98 рядов. Я округляю. 98 рядов, да? Теперь смотрите, я уже тут посчитала, что на 25 сантиметров у нас здесь должно быть узор, когда от планки переходим, будет 50 петель. 25 умножить на плотность 2 будет 50 петель, да? Здесь я тоже посчитала. Здесь у нас получается 35 сантиметров, самая широкая часть рукавчика, да, окат. И 35 умножить на 2 плотность будет 70 петель. Легко посчиталось устно, правильно? И теперь наша задача, мы знаем, что у нас надо прибавить 20 петель, то есть из 70 отнять 50 будет 20. Надо прибавить 20 петель. Вот в этой точке здесь должно быть, уже будет 70 петель. Их надо распределять, равномерно прибавлять по скосу. Как это сделать? Значит, 20 петель всего, причем, значит, справа и слева по 10 петель. Распределяем симметрично. Да? Делать будем это все равномерно и симметрично прибавки. То есть одна петля справа и одновременно одна петля слева прибавляются в одном ряду. 98 рядов. 98 рядов делим с вами на 10 петель, которые нам надо распределить. Мы распределяем их по, вот смотрите, в каждом получается, давайте в каждом 9 ряду будем делать прибавки. Ну тут, конечно, можно округлять, но лучше не округлять. Я пишу, что 10 петель прибавляем в каждом 9 ряду. Ну, так лучше мы сразу все прибавим, да, а потом, сколько там рядов останется, просто свяжем их без прибавок. Ну, в принципе, вот такие вот несложные все эти вычисления с применением плотности и выкройки, да. Я вам желаю удачи. Я думаю, что тут все понятно. Как распределить узоры тоже понятно. По рукавчику мы пускаем один с вами раппорт на 22 петельках, вернее на 23, не забываем про одну петлю для симметрии, да? По центру ее пускаем и с двух сторон симметрично также распределяем путанку. Когда будем прибавочки делать по скосу, путанку мы включаем в узор путанка, да? То есть чтобы не сбивался наш там алгоритм вязания. Все, мои хорошие, до новых встреч. В описании будет вот это вот все, что я вам сейчас устно рассказывала, я составлю письменно и размещу под видео. Удачи, мои хорошие!